Всем привет! Решил утеплить все-таки гараж. Хочу утеплить пенопластом и просто USB. У меня тут уже шпильки есть, стоят, то есть мне не надо делать отверстия под доски, то есть не надо влаживать дощечки, делать отверстия дрелью. Тут уже шпильки готовы. Но нужно положить пенопласт и сверху покрыть USB. Пенопласт я уже купил. Вот он. У меня ворота на 5 квадратов, вернее на 4,5 я купил на 5 квадратов пенопласта. Сейчас наша задача померить и разрезать нужный размер. Вот, кстати, что касается шпилек, вот, краска тут была старая, я по новой убрал старую краску и закрутил гайки. По ширине у меня 1,20 м, я уже замерил. По высоте 1,90 м. Пенопласт у меня размер 0,5 и 1. В общем-то, мне нужно замерить сейчас размеры пенопласта. Ложить я буду так. Карандашиком прочерчу размеры. Вот. И отмечаем карандашом. Как говорится, 7 раз нужно отмерить и 1 раз отрезать. Вот видите, здесь вот в этих простенках толщина 5 мм. И нужно это учитывать. Пенопласт легко режется, вот пометили пользу, как можно посмотреть. Поставили линейку, ножичком. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling. Так, ну вот видим, я нарезал уже по уголкам. Одну дверь, вторую дверь. Тут специально должна быть нарезка, то есть тут на 5 мм надо меньше отрезать, чем основной пенопласт. Вот видите, чтобы посмотрите, оно совпадало. Отрезал, вернее, 5 мм от пенопласта. И сейчас видите, оно ровно идет. Вот я уже отложил на одну сторону ворот. Пенопласт уже отмечено, это по уголкам. И на вторую сторону ворот я уже отметил, положил. И осталось только заклеить. В первую очередь будем клеить вначале углы, а дальше уже основную часть. Я, видите, немного отодвинул пенопласт, чтобы было удобно заводить клей. Для поклейки у меня обычный пеноклей, пистолет одноразовый, у меня трубочки. Открываю крышку, перемешиваем баллон и закручиваем по резьбе. Пистолет. Так, при работе у нас баллон должен быть сверху. Далее одеваем трубочку. Первый слой прошел двери. После того, как мы вводим клей, придавливаем и вот эти места. Some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that.
сложим. Ну вот, что у нас получается. И так последующие листы. После установки пенопласта у нас остаются щели. И вот эти щели нужно заделать. Я их заделал. Лишнее убрал. Одна дверь, вторая. Видите, все заделано. И теперь можно устанавливать USB. Так, я уже распилял USB. Вот, у меня размер 118 на 1,95 м. Так, далее нам надо сделать разметки для отверстий, вот для шпилек и для ушек. Берем, отмечаем рулетка расстояние от одного края до шпильки и сверху. И вот здесь вот уже делаем отметку. Вот я уже набросал отметки. Также отметки нужно сделать для ушек, для затворов. Значит, вот я, видите, померил все эти отверстия. Вот я замерил замок, квадрат вокруг замка, пометил на USB размеры. И теперь будем резать. Я распила вот этих ушек, всех замков, ушек и неровностей. Я использую ножовку вертикально. Вот дальше для этого использую такую вот ножовочку. Берем полотно по дереву или по металлу, без разницы. Но для того, чтобы добраться сюда, нужно вот взять такое полотно, как лобзик. Вообще полотно предназначено для распила кафеля. То есть цепляем его сюда. Вначале пиля допиливаем до угла, потом уже цепляем в горизонтальное положение полотно и пиляем. Так, теперь ОСБ ложим на пол. Желательно поднести какое-то дерево, остатки ОСБ. Напильники очень большие зерна, и они хорошо пилят, растащивают дерево. Так, если у нас где-то что-то не залазит, вот подгоняем наждачкой, берем наждачку грубого помола. И вот краешки защищаем, там где у нас идут твердые стыки. Сбоку, сверху. И вообще обрабатываем по краям. С этой стороны обрабатываем. Так, теперь одеваем. Сейчас у нас уже плавно заходит. По всему периметру одеваем шайбу. То есть шайбу для того, чтобы не было видно дырки. И сверху гайка. Закручиваем 10 номером. Ну, вот так вот одна сторона получилась. Сейчас все четко зашло, идеально. Практически село. Единственное, что вот здесь вот немного небольшой выступ, но вот здесь замок просто мешает, надо резать. Ну, я резать не буду, в принципе. Ну, так нормально. Также подгоняем вторую дверь. Я уже, в принципе, подогнал.
более-менее четко зашло. Вот тут щели. ОСБ второе одето. Гайки я шайбами накрутил. Все отлично зашло, прекрасно. Снизу лишний пенопласт подрезаем. Там вот, видите, был пенопласт, я подрезал. Так, вот для того, чтобы не разъедал грибок дерева или какое-нибудь насекомое, есть такая штука грунтовочка для дерева. Такое средство для грунтования. Значит, загрунтовать нужно с двух сторон. Так, ну перед тем, как грунтовать поверхность лицевую, либо красить лаком, нужно хорошенько поверхность отшлифовать. Наждачка, наждачная бумага. У меня P40, это грубая защитка. Берем наждачку и по всей длине зачищаем. И теперь наливаем грунтовку в емкость. И аккуратно кисточкой по всей длине грунтует дерево. Так, далее, для того, чтобы пенопласт по всей длине рассыпался, снизу нужно его зашпатлевать. Зашпатлевать нужно наружной шпатлевкой, обязательно наружной. Все шматами, серединово и обычно. Значит, шпатлевка у меня уже готова. Полкилограмма. Наносим просто на шпатель. Так, ну вот я зашпатлевал. Теперь снизу не будет ничего осыпаться, надеюсь. Вот. Лишнюю шпатлю я убрал. Также по бокам вот. Видимо, тут сбоку тоже зашпатлевал. Чтобы сбоку ничего не осыпалось и водичка не попадала. Так, для покраски используем лак. Лак для дерева. Я вот купил самый недорогой, яхтовый. Цвет дуб, светлый. 0,75 миллилитров. Значит, наносим два слоя. Вот там понадобится кисточка. И, собственно говоря, и лак. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me. Так, я завершил лакировать. Вот что у меня получилось. Такой темный дуб, хотя краска, именно краску я выбирал светлую. В принципе, на этом все. Осталось только мне сделать засовы. Засов для ворот от ветра и поставить умывальник. И в принципе утепление закончено. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезным и не зашло, дизлайк. Всего доброго, до новых встреч.